Ты, возможно, думаешь, что буддизм — это про просветление, уход от мира и какие-то абстрактные истины. Но есть одна проблема. Если посмотреть внимательно, Будда не учил верить. Он учил видеть. И то, что он предлагал, на самом деле ближе не к религии, а к очень точному исследованию того, как работает восприятие. Причем настолько точному, что сегодня нейронаука начинает приходить к тем же выводам только через мозг, а не через прямое наблюдение. И вот здесь начинается самое интересное, потому что буддизм — это не про то, чтобы стать кем-то другим. Это про то, чтобы увидеть, что с тобой уже происходит. Прямо сейчас. И, возможно, ты уже сталкивался с этим. Просто не понял, что это было. Буддизм возник не как философия, а как попытка ответить на очень простой вопрос. Почему человек страдает, даже когда вроде бы все нормально? И ответ, к которому пришел Будда, был неожиданным. Проблема не в мире, проблема не в обстоятельствах и даже не в мыслях. Проблема в том, как работает само восприятие. Если упростить до предела, буддизм говорит о 3 вещах. Первое — все постоянно меняется. Второе — мы пытаемся это зафиксировать. И третье — из-за этого возникает напряжение. Буддизм — это не набор идей, это практика наблюдения. Люди, которые этим занимались, не пытались поверить во что-то. Они буквально часами сидели и смотрели, что происходит внутри. Следили за дыханием, за ощущениями в теле, за тем, как появляется мысль, как она исчезает, как одно состояние сменяет другое. И постепенно они начали замечать очень странную вещь. Ни одно состояние не держится само по себе. Оно всегда поддерживается вниманием и реакцией. Ты зацепился, оно усилилось. Не зацепился, оно прошло. И из этого родилась вся их система практик. Не для того, чтобы успокоиться или стать лучше, а для того, чтобы перестать автоматически вовлекаться в каждый внутренний процесс. И вот именно это они тренировали. Не мышление, не убеждение, а способность видеть, как все возникает, и не хвататься за это сразу. Но это звучит слишком просто. И именно поэтому это почти никто не понимает. Потому что речь не про мысль о том, что все меняется. Речь про то, что ты прямо сейчас не видишь, как внутри тебя возникает реакция. И уже потом появляется мысль, которая ее объясняет. И вот здесь ключ. Буддизм — это не про мысли. Он про момент до мысли. Про тот самый микросдвиг, где что-то внутри тебя сжимается, реагирует, цепляется, и только потом ты думаешь: «Я злюсь, мне тревожно, мне это не нравится». То есть мысль — это уже финал, она не начало. И если ты не видишь, что происходит до нее, ты всегда будешь жить внутри уже готовой реакции. Теперь смотри, что здесь удивительного. Современная нейронаука говорит примерно то же самое. Исследования показывают, что решение в мозге возникает раньше, чем ты его осознаешь. Что эмоциональная реакция запускается до того, как появляется мысль. Что тело реагирует быстрее, чем ты успеваешь понять. То есть сначала происходит импульс, потом ощущение. И только потом интерпретация. И это полностью совпадает с тем, о чем говорили буддисты тысячи лет назад. Только они не разбирали это через нейроны и синапсы. Они просто сидели и наблюдали. Долго, глубоко, без попытки вмешаться. И в какой-то момент они начали видеть. Мысль не приходит из ниоткуда. Она продолжает уже начавшийся процесс. И вот здесь появляется то, что в буддизме называют осознанностью. Но здесь тоже есть ошибка. Осознанность — это не концентрация, не контроль и не попытка думать правильно. Это способность заметить процесс до того, как ты в нем полностью растворился. Не выйти из жизни, а увидеть, как она происходит. И если ты хоть раз замечал, что мысль уже началась, но ты как будто видишь ее со стороны, эмоция есть, но она тебя не захватывает полностью. Реакция идет, но ты как будто на полшага раньше нее, вот это и есть то, о чем говорили буддисты.
Не что-то мистическое, а очень конкретный сдвиг восприятия. И теперь самое важное. Буддизм не предлагает избавиться от мыслей и не предлагает стать спокойным человеком. Он предлагает увидеть, что ты не равен тому, что происходит. Не в смысле отстраниться, а в смысле не провалиться полностью. И вот здесь возникает то, что называют «не я». И это вообще не про философию. Это про прямое наблюдение. Мысли приходят сами, эмоции поднимаются сами, реакции запускаются сами. И если это происходит, то где во всем этом есть ты? Этот вопрос не нужно решать логически. Его нужно увидеть. И когда это начинает хоть немного проясняться, меняется не мир. Меняется точка, из которой ты на него смотришь. Ты все еще живешь, делаешь дела, реагируешь. Но внутри появляется зазор. Очень маленький, почти незаметный. Но именно он и меняет все. И теперь давай очень просто. Не как практика, а как наблюдение. В следующий раз, когда появится любая реакция, раздражение, тревога, желание что-то срочно сделать, не пытайся ее убрать и не пытайся ее контролировать. Просто посмотри, в какой момент это началось, было ли что-то до мысли, где именно это ощущается в теле, и есть ли там доля секунды, где это только начинается, но еще не стало тобой. Вот этот момент и есть вход. Но не в буддизм, а в понимание того, как ты на самом деле устроен. И, возможно, именно это они и пытались показать все это время. Мы привыкли жить внутри мыслей, планировать, анализировать, оценивать, сравнивать, и в какой-то момент начинаем считать, что это и есть мы. Но мысль не источник, она лишь отражение. Книга «Путь сознания. Выход за мысль» не о том, как думать правильнее, и не о том, как улучшить себя. Она о том, как выйти за пределы привычного мышления и впервые по-настоящему соприкоснуться с тем, что осознает. Эта книга родилась не из теории и не из пересказа чужих учений. Она выросла из прямого опыта наблюдения, тишины, внимания и постепенного распознавания того, что остается, когда мысль отпускается. Здесь нет мотивации, нет обещаний быстрых изменений и нет попытки убедить. Есть путь. Спокойный, честный. Иногда непростой, потому что он ведет не к образам, а к реальности. «Путь сознания» — это книга не для ума, а для распознавания. Она не требует веры, не требует согласия и не требует отказа от привычной жизни. Наоборот, она возвращает к жизни, которая проживается прямо сейчас, а не в мыслях о прошлом или будущем. По мере чтения может происходить странное. Мысли начинают замедляться, внимание становится шире, появляется ощущение тишины не как пустоты, а как живого присутствия. Не потому что книга что-то делает, а потому что она указывает туда, где ты всегда был. В этой книге нет линейного сюжета. Каждая глава — это отдельная настройка восприятия. Ты можешь читать ее по порядку или открывать с любого места, возвращаться, останавливаться, читать медленно. Это не текст, который нужно понять. Это текст, с которым важно быть. Выход за мысль — это не отказ от мышления. Это возвращение на уровень глубже, где мысль перестает управлять, а становится инструментом. Где появляется ясность без напряжения. Свобода без борьбы. И радость не как эмоция, а как естественное состояние присутствия. Если эта книга откликнулась тебе, значит, ты уже на пути. Осталось лишь перестать искать ответы вовне и позволить вниманию вернуться туда, где все начинается.